Дорогие друзья, вот мы с вами на предыдущей встрече обсуждали вопрос эффективной помощи при вирусных заболеваниях. Если вы не смогли посмотреть вот этот материал, то вы можете познакомиться с ним на ссылке внизу. А сейчас я бы хотела продолжить тему. Представьте себе, что все-таки не удалось справиться с насморком, и у вас развился бронхит. Я буду говорить только о неосложненном бронхите, который протекает без удушливого кашля. Наши профессора, занимающиеся изучением заболеваний легких, при неосложненном бронхите не рекомендуют применять антибиотики. И я вам сейчас расскажу, как можно просто и за короткий период времени справиться с острым неосложненным бронхитом простыми, доступными, природными средствами. Одно из первых и важных мероприятий – это все-таки ингаляции. С чем можно делать ингаляции? Это в горячую воду мы можем накапать 3-5 капель эфирных масел, пихты или эвкалипта, или лаванды, или чабреца, или композиции какой-нибудь эфирных масел. Ну вот, например, в нашем центре есть композиция эфирных масел под названием «Будьте здоровы». Вот туда можно накапать, в горячую воду можно накапать 3-5 капель и дышать вот этим составом несколько раз в день. При этом сразу эфирные масла, обладающие противомикробными свойствами, непосредственно попадают к очагу воспаления и оказывают эффективное лечебное воздействие. Второй метод – это прием внутрь. Здесь я могу вам сказать, посоветовать очень хорошо испытанный сбор, грудной сбор номер 4. Как его употреблять? Он продается в аптеках, и как его использовать, вы прочитаете на рекомендациях, помещенных на коробочке. За один день, конечно, бронхит этот не закончится. Надо принимать где-то порядка 10-12 дней. Вот все вот эти процедуры, которые я сказала, нужно выполнять. Дальше. А как мы еще можем эффективно дополнить наши вот названные мероприятия? Это прием вот этой молочно-луковичной медовой кашицы. Тоже 2-3 раза в день. О ней я сказала при лечении заболеваний, вирусных заболеваний верхних дыхательных путей. Ну и в конце концов, обязательно надо использовать чрезкожный путь лечения. В народе ведь недаром использовали скипидарную мазь или смешивали, допустим, свиной внутренний жир со скипидаром и втирали в грудную клетку. В аптеках продается для детей мази типа «Доктор Мом». У нас в нашем центре продаются кремы «Атлет» и «Подвижность», которые можно с успехом использовать при бронхите. И вот когда наносится вот этот крем? Конечно, перед сном. Очень хорошо перед сном погреть в тазике руки и ноги, сделать так называемые ручные ножные ванны, а после этого грудь и спину смазать одним из названных кремов и лечь в постель. Температуру не сбивать. Она сама прекрасно, организм не справится при проведении вот этих простых и очень эффективных мероприятий. Ну, а для того, чтобы
организм хорошо справлялся с вирусами и с другими микробами, я советую как можно больше есть в этот период салатов из моркови, салатов просто моркови, пить морковный сок, пить настой шиповника, пить горячее молоко с медом. Все, и вы будете быстро и хорошо поправляться без всяких последующих осложнений, возможных осложнений. От недели до 2 недель вы будете здоровы. Конечно, естественно, если все-таки это заболевание протекает с выраженной клинической картиной, конечно, лучше всего лечиться дома, а не на бегу, не на ходу и на работу, конечно, не ходить.